Всем привет, с вами Михаил Сорокин, физический терапевт и реабилитолог клиники спортивной медицины и реабилитации «Динамика». В сегодняшнем видео мы с вами рассмотрим небольшой комплекс упражнений, который рассчитан на укрепление голеностопного сустава. Для бегунов и всех игровых видов спорта это принципиально важный сегмент, который требует хорошей стабильности, так, чтобы вы не могли получать какие-либо травмы. Этот комплекс прекрасно подойдет вам, если вы уже не испытываете каких-либо болевых симптомов в голеностопном суставе, не испытываете ограничения по переднему блоку голеностопа или поверхности стопы, но имеете утомление сильное во время либо после бега. Для того, чтобы убедиться, что наш комплекс нам поможет, нужно выполнить два тестовых движения. Первое – это амплитуда голеностопного сустава. Берем линейку, подкладываем ее к стене, выставляем большой палец ноги на отметку 10 см. Мы должны суметь дотянуться коленом до стены, не отрывая пятки, и при этом мы должны чувствовать легкую протяжку где-то по задней поверхности голени. В таком случае, если тест отрицательный на двух ногах, это хороший знак. Если вы не чувствуете подтяжки по задней поверхности голени или даже чувствуете какое-то ограничение по передней поверхности голеностопа или стопы, в таком случае для этого у нас есть отдельное видео, ссылочка в описании. Второй тест – это удержание на одной ноге. Следует приподняться и продержаться 20 секунд. Если при этом вы начинаете чувствовать утомление икроножной, то это достаточно положительный признак, и вы можете приступать к нашему комплексу. Если вы не можете удержать 20 секунд на этой ноге, начинается крупный тремор, либо стопа начинает сильно заваливаться в одну либо в другую сторону, или вы наоборот чувствуете напряжение по передней поверхности голени, то в таком случае также смотрите наше видео или следует обратиться уже к спортивному реабилитологу. Для выполнения первых трех упражнений нам понадобится резиновый амортизатор. Лучше всего выполнять эти упражнения дома утром и вечером и в одном и том же месте. Закрепляем один конец резинки за какую-то твердую опору. После этого мы цепляем резинку примерно на уровне сгиба сустава большого пальца. Натягиваем резинку согласно нашему тестированию. После этого мы немножко сгибаем колено и немножко наклоняем корпус вперед для того, чтобы добавить веса и опору на эту ногу. И теперь мы на пятке заворачиваем стопу немного вовнутрь и удерживаем это положение в статическом режиме. Для того, чтобы объективизировать наш результат и не путаться с силой натяжения, используйте небольшие кусочки цветного скотча, изоленты или, например, кинезиотейпа, для того, чтобы вы могли отслеживать результативных ваших занятий. Как только вы определились с натяжением, поставьте на уровне пятки на полу кусочек изоленты. И каждую неделю нужно обязательно хотя бы немного увеличивать это натяжение. Именно этот силовой прогресс будет говорить вам о том, что вы идете в правильном направлении. Если есть большая разница удержания левой и правой ноги, то в таком случае используйте второй цвет, либо более короткий кусочек для того, чтобы отмечать разницу силы удержания на левой и правой ноге. Эта разница значима, если есть разница более 10 секунд. В этом случае нужно будет добавлять один дополнительный подход на более слабую ногу. Второе упражнение будет выполняться зеркально. Мы также натягиваем резинку, используем примерно то же самое натяжение,
как и для заворачивания стопы вовнутрь. Однако теперь мы будем больше заворачивать стопу максимально наружу. При этом колено обязательно должно быть немножко согнуто, иначе вы будете вращаться в тазобедренном суставе. Хороший критерий выполнения этого упражнения, когда мизинец будет у нас чуть-чуть повыше, чем сустав большого пальца. В этом упражнении мы должны чувствовать напряжение по внешней поверхности голени вплоть до самого колена. Третье упражнение выполняется сидя на полу. Для этого лучше скручивать резинку вдвое. Обычно здесь потребуется напряжение чуть-чуть побольше, чем для стабилизаторов стопы. Натянутая резинка у нас держится на пальцах стопы, а не на самой стопе. В этом случае мы максимально сгибаем голеностопный сустав, колено примерно 90 градусов. И бедро и стопа у нас должны быть примерно в одной плоскости с резинкой. Колено не должно сильно заваливаться вовнутрь. И также в статическом режиме работаем в этом упражнении. Также обязательно отслеживаем прогресс при помощи кусочков тейпа или скотча. Немаловажно, что вы должны держать разгибание пальцев не только большого, но и всех остальных. И если вы видите, что удержание происходит только большим пальцем, а остальные сгибаются, это неправильно. Вы переборщили с натяжением. Чуть-чуть ослабьте его. Для выполнения последнего упражнения нам понадобится обычный фитнес-утяжелитель, но небольшого веса, от полкилограмма до 1 килограмма. И лучше 2. Мы цепляем его на передний свод стопы и как следует затягиваем. После этого мы начинаем медленно, фиксируя пятку в пространстве, выполнять полный круг большим пальцем ноги. Сначала мы выполняем 50 повторений в одну сторону и потом 50 повторений в другую сторону. И это упражнение поможет улучшить координацию всех стабилизаторов стопы. И будет гораздо удобнее, если вы будете выполнять его сразу 2 ногами. Сначала в одном направлении, а потом в другом. Для этого, конечно же, понадобится 2 утяжелителя. Данный комплекс выполняется в течение 6-10 недель и требует повторения хотя бы раз в год. Весь комплекс упражнений выполняется 2 раза в день. В первых 3 упражнений для того, чтобы понять, какое количество подходов нужно делать и сколько времени на это потребуется, вам нужно сделать в тестовом режиме 1 подход. В нем есть 2 критичных условия. Первое. Нужно удержать хотя бы 20 секунд. Если вы не выдержите 20 секунд, вы слишком перетянули амортизатор. Второе. Не должно быть время больше 40 секунд. В таком случае амортизатор натянут слишком слабо, и вы просто не получите хорошего накопительного результата. Также немаловажным критерием будет присутствие тремора либо жжения. Оно может немножко появляться в течение подхода, но не должно резко усиливаться. Это будет ограничивающим фактором. Если вы начинаете это чувствовать, в таком случае засеките время, и это будет то стартовое направление, то стартовое время, с которого вы будете начинать выполнение, и постепенно в течение каждой недели будете его увеличивать до 40 секунд. Если вы прогрессируете до 40 секунд, вы начинаете увеличивать натяжение амортизатора. Помните о том, что вам нужно в первую очередь накопить запас прочности, а это значит запас сил. И не только силы сокращения мышц, а также их координации и силу связок для того, чтобы ваш сустав был более стабильный, даже если в нем какие-то были повреждения либо старые травмы.
После того, как вы определились с количеством времени, в течение которого будет происходить подход, сразу отсюда можно определить, какое количество подходов за раз вам нужно выполнить. Если вы удерживаете 20 секунд или меньше 30, то в таком случае вам следует выполнять 3 подхода в каждом из 3 первых упражнений. Если вы выполняете от 30 до 40 секунд, в таком случае вам хватит по 1-2 подхода в каждом упражнении. 4-е упражнение в идеале выполняется 50 раз кручение в одну сторону и 50 раз в другую. Можно делать даже одновременно, закручивая ноги сначала во внешнюю сторону, а потом во внутреннюю. Если у вас не получается по полному кругу выполнить сразу по 50 повторений, ничего страшного. Засеките, какое количество повторений вам удалось сделать, и каждые несколько дней добавляйте по несколько повторений, пока оно не будет примерно равно 50. Этот комплекс сильно поможет вам избежать различных травм голеностопного сустава, либо тех травм, которые могут быть на этом сильно связаны. Такие крепкие связки помогут вам удержаться даже на скользком льду. Так что подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.